Итак, ребят, всем привет! Давно у нас с вами не было роликов с тонкого плана. Последние видения, которые мне приходили, такие достаточно серьезные видения касательно того, что было в Украине, я о них рассказала, да, про Фемиду, которая будет карать тех, кто занимался какой-то коррупционной деятельностью, да, воровал, наживался на бедах простых людей. Оно сейчас сбывается, то есть я рассказывала об этом 4 месяца назад, то, что я вижу, и сейчас мы видим то, как оно сбывается во всех красках, и сейчас тоже будет происходить уже дальше, то есть дальнейшие действия, да, дальнейший поворот очень мощный в судьбе мира. То есть я сейчас чувствую, помните, я еще в прошлом видео, где я говорила о том, что видео называется «Предсказания сбываются», я там говорила о том, что вот этот момент с семечком, да, которое было посеяно, что оно взойдет дальше, и будет росток уже из-под земли виден, да, и сейчас мне идут новые видения, и как раз-таки они идут относительно нового цикла, который начнется с 26 года, и что мир начнет полностью меняться, и эти изменения, они будут какими-то очень, даже я бы не сказала быстрыми, скоростными, то есть они будут как-то очень интенсивными, я бы сказала вот так, интенсивными, четкими, и все начнет, я даже сейчас говорю об этом, у меня рука идет как почему-то справа налево, да, как наоборот, то есть как будто это даже не откаты, а что-то начнет прокручиваться так, как нужно, то есть так, как должно быть, как будто, знаете, время, оно не то чтобы пойдет вспять, оно пойдет по другому пути, и мир очень колоссально поменяется, то есть, знаете, как будто развернется на 180 градусов. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, еще в 2020 году мне всегда шло, что все этот цикл темных, то есть он должен быть до 25 года, что 26 год это будет год уже нового какого-то цикла, то есть это будет год, который начнется в светлом пространстве и который должен уже ознаменовать начало нового. То есть я не скажу, что бах, знаете, как многие думают, что как только мы зайдем в светлое пространство, что раз, и было вчера, а сегодня вообще что-то другой мир, да, немножко будет не так, потому что мир будет меняться, то есть изменения будут постепенные. Как раз-таки быстрых изменений хотят темные, и в том числе я рассказывала, да, о их планах, о их желаниях устроить ядерный коллапс для того, чтобы были быстрые изменения. Сейчас, чувствуя тонкий план, то есть этот ядерный коллапс, он чувствуется только в каких-то их, знаете, уже слабых надеждах, то есть как будто весь мир уже не то чтобы не готов для такого, а просто он уже отвергает такое, что такое только в каких-то нездоровых умах отдельных лиц остается, да, в виде их каких-то желаний или в виде их каких-то, знаете, как-то идет фраза маниакальный бред, да, маниакального бреда отдельных лиц, то есть какие-то фантазии или какие-то фантазийные желания или фантазийный бред, то есть какие-то что-то, что происходит в фантазиях или в желаниях, там, фантазии отдельных лиц, то есть в таком виде, то есть возможно, как, знаете, люди, которые пишут истории, там писатели, они переживают какую-то историю, да, и их мир, где там, допустим, это мир постапокалипсиса, он оживает, но он оживает только в их фантазии какой-то, да. Если же говорить о временных линиях, то такого уже нет, и более того, такое ощущение, что все, что касалось темного, оно как бы уже уходит, то есть мы очень сильно отдаляемся от темного пространства. И как раз-таки с этим было связано одно из моих последних видений. В нем я увидела, что давно не было работы на тонком плане, то есть помимо того, что я
работаю постоянно с людьми, да, с вами, то есть я рассказываю вам, делюсь опытом, делюсь знаниями, чтобы люди могли улучшать свою жизнь, чтобы они могли развязывать свои узлы. Вот, я сейчас начала там ролики, да, про определенные крючки глубинные, которые есть, которые вы можете у себя найти, их проработать. Также как бы я и с людьми работаю сейчас, и в личных тоже консультациях начала работать, потому что понимаю, что некоторые очень глубинные вещи, то есть одному проработать очень сложно, но тем не менее, то есть я дала очень много знаний на своем канале о том, как можно изменить свою жизнь к лучшему. Я дала знания и на курсах, и на ютубе, да, и у себя в Телеграме, в том числе в Солнечном клубе. То есть везде очень-очень большое количество информации о том, как развязать вот эти узлы, то есть для того, чтобы трансформация, внутренняя трансформация у человека под новые энергии, то есть которые сейчас как раз-таки с 26-го года начнут активно раскручиваться, прошли наименее безболезненно, потому что я рассказывала в прошлом году, да, опять же, что вот эти вот энергии, которые сейчас начнут развиваться, они не будут ждать, что захочет там кто-то, да, работать, не захочет, они просто будут идти, и либо они превратятся в 9-й вал, который захлестнет, да, либо вы будете серфером, которая седлает эту волну и будет наоборот на этой волне прям взлетит вверх. То есть все будет зависеть от человека, захочет он, да, пройти это или нет. Но в первую очередь мы должны понимать, что как раз-таки вот этот период с 2020 по 2025 год был подготовительным этапом, то есть по сути он даже был не то чтобы подготовительным, он был основным этапом расчистки, и было очень много работы на тонком плане, как я уже сказала, то есть помимо того, что я работаю с людьми, то есть помогая, да, вот пройти вот этот переход, я еще и очень много веду работы на тонком плане, то есть сколько работы было с 2020 года по сей день, это просто не передать. Я иногда целыми сутками, то есть вот еще 21-22 год, я сутками не вылазила с тонкого плана, вот постоянно там что-то делая, то есть постоянно участвуя в каких-то процессах, постоянно там то, это, то есть я очень мало на самом деле рассказывала о своей тонкоплановой работе, только, наверное, вот в прошлом году я рассказала о своем отчете, который я подала в Межгалактику. Вот, это единственное, наверное, чем я поделилась, как бы поделилась теми выводами, которые я записала в своем отчете. Но сейчас тоже вот последняя работа, которая была проведена, я хочу ей поделиться, потому что я чувствую, что это нужно рассказать, и что есть определенные люди, которым это нужно услышать. Во-первых, обнаружились определенные, то есть хорошо, что обнаружились определенные вещи, где я рассказывала об атлантах, которые черпали ресурсы своей планеты, да, то есть своего мироздания где-то там, в другом, на другом краю Вселенной, которые уничтожили таким образом свое мироздание и полетели пакостить дальше, то есть в том числе прилетели к нам, где были представители их расы, вот, и это было первое противостояние, которое случилось, первый конфликт, да, который случился на нашей параллели. Вот, это как раз-таки противостояние с вот такими вот паразитарными пришельцами, то есть они же были и первыми, кого изгнали под землю. Так вот, получается, что они, то есть с захватчиками, которые уже пришли извне через другие параллели, получается, скоординировались, и были найдены несколько точек, вот таких вот, которые именно тоже подобной технологией пользовались и были вовремя обезврежены, плюсом еще это тоже отправилось в определенные структуры, то есть что вот это делалось на территории нашего мироздания, что конкретно даже, да, не то чтобы наша параллель ставила
под угрозу, но и ставила под угрозу существование всего мироздания, то есть и, как я понимаю, очень какие-то серьезные санкции должны примениться к тем, кто это делал и кто применял эту технологию, потому что это уже не просто так мы тут пришли там делиться опытом и бла-бла-бла, как они там это вот представляли изначально, что вот мы тут заигрались, то здесь конкретно угроза существования миру, то есть это конкретно очень серьезное преступление. Вот. А потом был момент, это вот буквально на днях, где-то 2 недели назад, я делилась этим видением в СК. Я видела, как большое количество душ, то есть как раз таки, когда пошел вот этот 9-й вал, то есть когда я увидела, что идет вот этот росток, который про видение с Украины, да, был, что росток вот этот начинает расти, и что он начинает прорастать, то есть я увидела, что как вот стебли этого растения начинают, как вот даже не дерево или что-то вот как корни, но только вот ветви, да, начинают прорастать и начинают окутывать как вот Европу. То есть и они уже конкретно, вот этот дивный сад, да, начинают там уничтожать сорняки, то есть они начинают правильное дерево прорастать там, то есть какой-то именно, я даже не знаю, почему-то идет древо жизни, хотя это не совсем вот то самое древо жизни, как нам там представляют, да, в каких-то учениях, это именно живая природа, знаете, когда что-то, то есть природа, да, она именно сила, это сила природы, сила вот первозданная, знаете, это когда вас, вот кто-нибудь, если плавал в море, и вот вас увозят в открытое море, и вот вы не просто возле бережка купаетесь, а в открытое море вы плюхаетесь, и вот там чувствуется, вот кто чувствует энергию, там первозданная вот эта животная энергия, которая энергия, знаете, вот энергия этого мира, которая вот ты маленький какой-то, как крупинка, песчинка, которую вот эта вот энергия может просто вот, я не знаю, раздавить и даже не заметить, да, уничтожить и даже вот не осознать этого. И вот как раз-таки вот это вот семя, которое проросло, да, вот это вот дерево, ветви которого сейчас начинают оплетать, да, начнут оплетать вот европейские вот эти вот государства, оно обладает именно такой первобытной силой. И эта первобытная сила начнет вот прям вот, знаете, как такое видение идет, что вот, знаете, как дерево, да, на котором виселицы висят. Простите за, ну вот образ такой идет. Я не думаю, что это конкретно прям вот кто-то там начнет умирать или что-то такое, но это как тоже, да, вот раньше висельников казнили, да, то есть и какую-то прям вот такую вот тяжелую, как это, ну вот здесь что-то очень похоже на Фемиду, но если Фемида, она вот так вот, да, как-то вот прям, Фемида это то, что все-таки с судом связано, то есть, да, там это она именно как некие органы правопорядка выступают, то здесь что-то другое, то есть вот это древо, на ветвях которой будут висеть те, вот как висельники, да, повешенные, висеть те, кто тоже будут, ну, не пожинать плоды своих трудов, а станут этими плодами, то есть вот они как будто будут плодами на этом дереве, то есть вот это дерево, его плоды будут именно то, что кто-то, то есть задушить тех, кто именно, здесь опять же все метафорическое, чтобы вы понимали, это все метафора, то есть это все образы, то есть каким именно образом там будут душить, да, может быть задушить, что не дать тому, кто сейчас, да, активно там ведет какую-то деятельность, вообще что-то делать, то есть задушить его на корню, да, чтобы он больше не мог делать то, что он делает, лишить его воздуха, кислорода лишить, да, то есть лишить вот этого, чтобы он не смог больше двигаться, да, не смог что-то делать.
И вот прям вот это будут плоды этого дерева, то есть задушить тех, кто почему-то вот какой-то злой, то есть который сеет хаос, которые желают зла. То есть они даже не то, чтобы, знаете, денег хотят, как это было в истории Украины, а именно они желают зла, они хотят, вот, знаете, не то чтобы, вот, как сказать, они хотят весь мир к своим ногам, то есть они хотят даже не власти, они хотят вот какой-то мир, как-то его вот уничтожить, да, как-то его вот, чтобы он склонился перед ними, склонился перед их каким-то величием, да, то есть вот какая-то циничность такая жесткая, то есть поставить на колени мир, да, вот перед собственной циничностью. И именно они, да, вот именно древо, оно направлено на то, чтобы их задушить. Вот, ребята, вот такие образы идут. Также хочу сказать, что как раз-таки, когда вот это древо там начало разрастаться, я увидела огромного такого осьминога, знаете, вот, который именно свои щупальца растянул. Я увидела вот нашу параллель, она как такой блинчик, да, была, и вот на краю этого блинчика висел вот этот как осьминог какой-то, то ли осьминог, то ли кальмар такой, знаете, огромные-огромные щупальца. И они были на Европе, то есть на территории Европы там около 2 или 3 было щупалец. Потом территория шла почему-то больше вот где восток, да, России, ну, может быть, Япония или что-то такое, либо вот где-то восточная часть России, я не уверена. Вот туда куда-то шло одно щупальце, даже как в океан куда-то, я не знаю почему, вот как вот где-то в океан, и как будто одно шло вот на территорию даже не США почему-то, а вот где Мексика, вот это, то есть Южная Америка, да, там тоже было какое-то такое огромное щупальце, и я видела, как я еще множество душ там были, которые вот эти щупальца пытались оторвать, причем эти щупальца, они были как будто привинчены прямо, понимаете, к нашей параллели, такими огромными ржавыми болтами, то есть вот прям на самом краю, да, вот этого блинчика были прям вот такие огромные ржавые болты, и эти щупальца были ввинчены, и вот я и другие души, мы как будто вот эти вот болты огромные, вот так вот выворачивали, да, и убирали их, то есть уничтожали, скидывали туда в темное пространство, и потом в это же темное пространство свалился этот осьминог. И там же я увидела, как такой огромный, да, куда он полетел, то есть там огромный туннель, и там как будто вот глаза какие-то или что было вот эти темные, и просто мы тоже что-то туда жахнули, и там прям такой огромный как взрыв был, и в этот момент как будто наша параллель, именно не мироздание, а параллель, она прошла какой-то рубеж, то есть как будто мы вот как-то вот повернулись вот так вот, то есть наше мироздание как-то развернулось одной своей стороной, да, и наша параллель, она как пересекла какую-то границу или пересекла какой-то рубеж, да, и в этот момент я почувствовала такие крики радости, прям огромные-огромные, я до сих пор, то есть я вспоминаю это, я настолько какое-то воодушевление было и недоверие, да, что да, мы это сделали, и там столько много криков было вот таких, что да, мы это сделали, радость какая-то, все хлопали, все прыгали, улыбались, там друг друга обнимали, что да, мы это сделали, мы успели, и вот это самое важное слово, которое было, мы успели, мы это сделали, как будто вот в последний момент вот мы что-то такое важное очень сделали. И я даже сама не понимала, что это, но на уровне души, то есть я чувствовала отношение моей души к тому, что происходит, и что да, мы успели, мы это сделали, и сделали вот ровно в тот момент, как это надо было сделать. То есть раньше нельзя было это сделать, потому что иначе бы темные успели среагировать, как-то и что-то сделать, а тут какой-то эффект неожиданности сработал, и какой-то молниеносной, точной вот реакции, что мы
как-то вот, знаете, как это, фильмы там показывают, да, вот, когда там операция какая-то проводится, и вот она вот быстро, четко там прошла, вот все как это, и вот здесь что-то такое же, то есть быстро, четко, оперативно, и вот прям вот в тот момент, что вот как в последний вагон, знаете, уже поезд отходит, а мы в последний вагон запрыгнули, и вот так четко сработали, что прям вот самим не верилось, что мы это сделали. И причем я чувствовала как раз, что вот это веселье, какое-то вот эта радость была не только у тех душ, которые вот этого осьминога отвинтили, но и как бы канцелярия, вот именно вот те души, которые там наверху, да, то есть которые находятся сейчас не в воплощении, а именно вот в том месте, да, где мы в посмертии находимся, да, вот между жизнями. И вот эти души, они тоже очень сильно радовались, там было такое ликование, тоже все обнимались, все вот как-то вот такое вот всеобщее, прям радостный был какой-то экстаз, что да, мы успели, как будто, знаете, это была какая-то очень коллективная работа и тех, кто внизу, и тех, кто наверху, и вот прям какая-то была вот такая вот супер операция проведена, и что-то очень важное мы поменяли, и это что-то очень важное, оно как будто, знаете, как будто реально вот ты, не знаю, едет товарный поезд, да, и ты часть вот этого состава отцепляешь, да, и что-то там ненужное остается позади, а ты едешь дальше, да, то есть здесь вот какое-то такое же ощущение, то есть что мы в очень важный момент, то есть что-то отцепили, ну, то, что вот пришло мне в виде этого осьминога. И также я когда думала, такая, ну, еще когда вот это ликование, все, я сижу, такая как дурочка с улыбкой на лице, там, да, вот это вот все внутри, я их слышу, всех слышу, вот этот вот, все вот это ликующую толпу, и я такая думаю, а что это, что мы такое прошли, или с чем это связано, и как раз-таки мне приходит, что это связано с тем, что 26-й год же, вот же мы должны вот-вот вступить как бы в 26-й год, и что как раз-таки 26-й год это как раз вот та самая черта, после которой уже начинается другой цикл. То есть мы успели до начала нового цикла сделать что-то очень важное, и в тот самый момент, когда темные уже не смогут ничего исправить. То есть они а все, а поезд ушел, понимаете? То есть они уже не могут ничего сделать, все. То есть поэтому вот этот в самый последний момент, то, что успели, это было очень важно. Также все-таки идет то, что еще цикл вот этот не закончен, да, но он уже подходит к концу, к своему завершению. То есть я не могу сказать, что вот прям 1 января 26 года, да, наступит, и бах, и мы уже, типа, это новый цикл. Нет, там что-то, знаете, здесь как-то странно, я тоже пыталась это для себя пощупать, потрогать, то есть когда вот этот вот момент перехода именно, да, конкретно состоится, но как будто еще не вечер, хочется сказать вот так, то есть еще этот день не закончен, то есть еще цикл старый, когда мы вот избавляемся еще, да, с 2020 по 2025 год, вот это, когда мы избавляемся еще от темного, то есть от темных каких-то вещей, он еще не закончен, потому что еще должны произойти какие-то события, возможно, как раз-таки связанные с вот этим древом, да, для того, чтобы начался новый период, начался новый какой-то вот круговорот, да, который совершенно поведет не только отдельные страны, но и весь мир в новом направлении. То есть здесь это касается всего. Это и политический контекст, то есть политика вообще мировая, да, в том, как страны будут себя вести, в том, какой курс они будут брать, в том, как изменится вообще какой-то, знаете, вот я опять же чувствую империя слова, то есть будут как будто, то есть они не будут называться империями, может быть, но какие-то большие вот такие важные страны, монополисты, да, какие-то, как вот империи,
они будут решать, и они будут наводить порядок. То есть и как раз таки, вот как там говорят, да, наши, что конец однополярного мира и будет многополярный мир, вот это что-то чувствуется, то есть что империя будет не одна, как раньше гегемония США, да, полная, вот США только решали, нет, то есть будут конкретно вот большие империи, почему-то у меня идет 3. Возможно, это будет США, Россия и Китай. То есть 3 огромные империи, которые как раз-таки будут иметь какой-то очень большой политический вес, и которые будут как-то, по крайней мере, то, что я чувствую сейчас, да, опять же, что они будут как-то между собой не конкурировать, а будут, как вот, знаете, 3 короля на троне сидят, и все 3 короля, они не против друг друга борются за власть, а они все трое как бы решают. То есть они все трое принимают решения, все трое как бы синхронно, да, синхронизированно между собой, то есть как даже не друзья, а как советники, как коллеги, как кто-то, кто действует в едином русле, кто смотрит в одну сторону, кто именно объединяется для того, чтобы привести весь мир к чему-то другому, да, к чему-то хорошему, к чему-то, к единому, к какому-то единому движению. И тут это не какое-то вот как там нам, да, хотели ввести вот эти, как они, гады-то, единое мировое правительство или типа того, нет, это не единое мировое правительство, здесь все-таки правительство у каждого мира разное, да, управляют разные, нет какого-то единого мирового правительства, но есть какая-то единая мировая гегемония, которая как раз-таки вот что есть политики определенные, да, и они как бы ведут, то есть они задают курс корабля общего, да, общий курс вот всей политики мира, и это будет как бы абсолютно какой-то новый виток в истории, вот идет вот так, то есть политически очень сильно изменится, и чувствуется, что именно Дональд Трамп внесет в это очень какую-то огромную лепту. И знаете, почему-то так идет, что вот как будто в мир придут новые правители, вот так вот идет, то есть эти правители, это сразу же, да, кто там про космос, вот это все смотрит, это не те, которые типа а-ля там, знаете, прилетят волшебные инопланетяне и будут нами управлять, нет, вообще не то, имеется в виду, что придут новые правители, это те правители, которые будут править именно из чувства того, чтобы привнести в мир что-то новое, то есть а не для того, чтобы нажиться, да, там какие-то свои меркантильные интересы осуществить и так далее. Как будто, знаете, вот эпоха или вот время манипуляторов у власти, именно манипуляторов в плане, которые вот себе хапают, да, вот, которые там воруют, которые пришли во власть не для того, чтобы привнести в мир что-то хорошее, а наворовать, там, себе как-то создать карьеру, что-то, то есть выжимать из людей, да, все максимум для своего процветания. Вот время таких людей, оно отходит. И далее уже во власть будут приходить люди, которые действительно будут нести какое-то, я бы не сказала добро, а справедливость, да, в правление. И они будут приходить по своей судьбе, то есть они будут приходить по временным линиям уже в структуры именно вот руководящих должностей и так далее, да, потихоньку, помаленьку. Это опять же произойдет не за один день, но это начнет меняться на уровне всех правительств мира. То есть вот такое ощущение идет, то есть одни будут сменять других, то есть и это тоже будет не быстрый процесс, но он начнется. Что касается энергии, то энергии будут усиливаться, то есть как будто именно вибрация, причем вот идет такое, что где-то это будет либо середина, либо весна 26 года, да, то есть либо лето, либо весна, скорее всего это
ближе к весне, то есть может быть май, вот такого вот плана что-то. Опять же говорю, что у меня так как сейчас временные линии вечно скачут, с тем учетом, что борьба вот это все-таки идет, да, назовем борьба добра и зла, да, то есть мы постоянно боремся с темными, и временные линии скачут, но по ощущениям, которые я ловлю на данный момент, где-то это конец весны, ну то есть где-то май месяц, май, июнь, может быть вот так, как будто земля, вот она начинает прорастать трава. Я не знаю, почему здесь это не связано с погодой, опять же, да, это все метафорически. То есть как будто начинает наступать весна, и начинает проступать трава, то есть как будто мир начинает просыпаться, да, вот это вот, когда просыпается природа после зимы, да, после долгого сна, как будто мир начинает просыпаться, как будто начинает вот первая капель какая-то, знаете, первые подснежники начинают из-под земли прорываться, вот природа после долгого сна начинает оживать, просыпаться, и вот эта энергия, и идет вот как будто земля, да, вот как сырая земля, и по ней начинает идти вибрация, вот такое ощущение, что сама земля начинает вибрировать, то есть энергии идут даже не сверху, а начинает вибрировать земля под ногами, и эти вибрации, вот они начинают подниматься, то есть как будто вот вибрация идет от земли, то есть энергия начнет самого мироздания, да, проступать через землю под ногами, и очень хорошо, наверное, будет именно в этот момент, вот мне идет образ, что девушка идет босиком по земле, по вот этой траве, и энергия, которая идет вот от земли, вот эта вибрация, да, она прям вибрирует через ее стопы, и вот эта вибрация поднимается по всему телу, то есть она как начинает вот вибрировать, и вибрировать начинает все пространство, то есть не только она, но вибрация поднимается вверх, 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 и все начинают вибрировать как бы на вот этой частоте. И такое ощущение, что мир еще начинает меняться стремительно из-за этой вибрации. В том числе, да, я вижу, как будто люди какие-то злые, корыстные, какие-то вот, знаете, черствые, какие-то они прям падают, то есть они не могут удержаться на земле, как будто вот эта вибрация, да, оно как землетрясение какое-то для них, то есть и они стоя на этой земле, они не могут стоять на ногах, они начинают падать, то есть прям они не могут удержаться на ногах, они кренятся, падают, то есть неустойчиво вообще стоят. А вот люди, которые могут вот эту вибрацию через себя пропустить, то есть которая вот прям по ногам, да, через ноги идет и по всему телу поднимается, они как будто взлетают, то есть они как будто даже над землей поднимаются и как взлетают. Но это опять же метафорически, то есть я сейчас не говорю о том, что мы там все начнем летать, чтобы вы там ничего лишнего не надумали, а потом не сказали: Надежда, вы же нам обещали, что мы в 26-м году левитировать начнем. То есть нет, это именно на уровне энергии, да, именно на уровне духовного подъема, опять же. И вот здесь опять, да, если говорить о духовности, то эти энергии как будто будут пробуждать еще больше, да, внутреннюю суть человека, они начнут прям пробуждать то, что было давно-давно закрыто, да, то, что было вот этим всем как-то вот какие-то внутри, даже не барьеры, не ограничения, но идет опять же образ такой, что вот внутри, да, человека, вот в груди, как начинает тоже вот этот подснежник, такой же, да, какой вот из-под земли вот так вот пробивается, как будто вот внутри человека тоже какой-то вот такой подснежник расцветает, и это опять же метафора в том плане, что нет, это в нас не волшебные лотосы а-ля Будда там начинают вываливаться, нет, осьминогой жопой вверх, в нас там никакие расцветать не будут, в нас это имеется в виду то, что наша внутренняя суть, то есть наша
знаете, красота внутренняя, то есть каждый человек, он безумно красив, и эта внутренняя красота, она как первый цветок, да, вот весны, то есть вот такая вот внутренняя красота у каждого есть, и темные люди, они нас начинают заверять в том, что на самом деле мы некрасивые, а для того, чтобы нам стать красивыми, нам надо соответствовать чему-то там, да, каким-то там идеалам внешне навязанным, еще что-то. И вот тут как будто каждый начинает, вот внутренняя красота каждого человека начинает расцветать, то есть она начинает как пробуждаться, расцветать, то есть как будто человек какое-то внутреннее тепло чувствует, да, на уровне своей духовности, на уровне ощущения себя и так далее, то есть как будто внутри вот, ну вот что-то такое вот расцветает. Я не скажу, вот я сейчас даже попытаюсь пощупать, что, знаете, какие-то внутренние процессы, да, они сами собой там все развяжутся и так далее, нет, не чувствую такого, все равно как бы это все останется, и если у человека есть какие-то завязки, ему придется их развязывать, но как будто эта энергия, она им даст, вот эта духовная энергия, она даст возможность по-другому себя самоощущать, то есть другие будут самоощущения себя, вот я скажу так. Насчет того, что будет с нашим здоровьем, здесь пока все такое себе, знаете, то есть пока что медицине придется претерпеть большие изменения, то есть как будто всей этой сфере придется пройти очень большой путь, и этот путь как минимум столетия, вот так идет, да, около столетия для того, чтобы измениться, для того, чтобы понять основные первопричины болезней, да, понять наконец вот то, что является ядром заболевания каждого, да, и прийти к тому, чтобы не решать последствия, да, то есть, а именно бороться с первопричинами. И здесь науки, да, науки, которая уже будет не выполнять какие-то гранды на то, чтобы вот эти злые люди, которые хотят там под себя все прогнуть, да, чтобы вот доказать, что они правы, какие-то там такие исследования делать, а именно настоящее, да, докапываться до истинной сути. И здесь прям придется очень много шаблонов порвать, очень многое пересмотреть, но это вопрос не одного дня. Вот опять же мне идет столетие, да, то есть, возможно, 100 лет, возможно, даже, ну вот, 100 с чем-то лет для того, чтобы медицина пересмотрела, то есть вот наука, да, о медицине пересмотрела многие свои какие-то постулаты, на котором все сейчас основано, вот. Скажу так. Ну и что ж, ребята, как итог, да, хочется подвести, что мы стоим реально на пороге глобальных перемен. Я сама уже не могу поверить, знаете, я вот даже сейчас ролик записываю, и не могу поверить, что неужели вот это вот, то есть я ждала с 2020 года, вот это 2026, и я понимала, что вот 2026, то есть где-то это, говорю, не начало прям года, да, но вот это как-то середина года, да, где-то вот так, что все это мы как будто начнем уже вступать в новый мир, и что 25, 24 это как самые темные дни перед рассветом, да, которые нужно пережить, которые нужно вот пройти, которые нужно именно преодолеть, то есть это какие-то годы трудностей и так далее будут. Я сама сейчас на самом деле вот под конец этого года, под конец 25 года ощущаю, что ко мне возвращается моя истинная сила, то есть истинная сила моей души, на самом деле то, что я вот сейчас даже, да, делаю, и я знаю, что очень многие люди, которые пытались там выйти на YouTube, да, которые знали правду, которые знали правду об этом мире многое, они пытались рассказать об этом, но их просто сразу же уничтожали, то есть сразу же начинались атаки, сразу же начиналось очень тяжелое последствия, потому что темные, они не любят, когда рассказывают правду, они пытаются уводить сразу же, да, если кто-то там пытается что-то сказать,
сказать, то есть они ловят там на чем-нибудь, на каких-то там тонких моментах, да, и начинают гасить. Если человек не подкупается, если же он чем-то подкупается, они пытаются его под себя, да, увести в какое-то течение учения, еще что-то, чтобы он стал так или иначе их проводником. И у меня, то есть моя душа, да, у нее есть определенная своя очень большая мощь, что они просто, я смотрела на это все, мне было смешно, потому что они понимали, что они ни хрена со мной сделать не могут, они это знали прекрасно, потому что моя душа, она имеет определенный статус. Я никогда об этом не говорила, и сильно я об этом распространяться не хочу, но моя душа имеет определенный статус, и этот статус, он статус такого неприкосновения, то есть они не могут ко мне вообще ничего мне сделать. Я здесь, я делаю что-то, а если они начнут на меня что-то там делать, то я так сразу задам вопрос, то есть, а вы что-то имеете против? И они сразу, нет, мы пи-пи-пи-пи-пи, вот это. То есть именно вот этот момент дает мне возможность работать и действовать здесь, но я понимаю, что до этого времени я не действовала даже в полсилы своей, насколько я вообще могу, то есть здесь быть и действовать. И сейчас я чувствую, что тоже вот моя сила, да, истинная сила, истинная природа моей души, она только начинает раскрываться. То есть она только-только начинает входить в свою силу. И это тоже очень круто, потому что так же, как и все остальные здесь, да, на меня давили вот эти вот темные структуры и прочее, не давая мне раскрыться до конца, то есть не давая моим структурам использовать свой потенциал по максимуму. И сейчас я надеюсь, что тоже, да, вот этот момент даст мне вот этот 26-й год именно максимальное раскрытие, как я надеюсь и для каждого из вас, да, то есть кто чувствует именно свои скрытые способности, то есть те, кто знает, что у него есть определенные внутренние, да, способности души, определенная внутренняя сила, то есть что вот этот год будет плодотворным для раскрытия своего внутреннего потенциала, именно своей силы, именно своих внутренних вот этих ресурсов. Ну и также под конец ролика хотелось бы вас всех призвать запустить намерение светлое, представить как огромная волна какая-то, да, очень чистых, светлых энергий, просто в вашей реальности вымывает все плохое, вымывает все негативные аспекты, все, что мешает вам реализовать свой потенциал, все, что мешает вам как-то сдерживает вас, да, чтобы вы могли здесь дышать полной грудью, чтобы вы здесь могли как-то вот по максимуму реализовать свои способности, все, и что вот это все уходит, и что Новый год, новое тысячелетие, опять же, мне идет, вот я, когда почему-то сегодня уже записывала, весь вот этот ролик, мне постоянно идет тысячелетие, новое тысячелетие, как будто вот это новое тысячелетие, это как начало новых времен, начало новых абсолютно каких-то жизненных перипетий, абсолютно нового, вот, и я вижу это тысячелетие как какое-то очень светлое, очень позитивное, и это будет тысячелетие процветания и восстановления, да, когда вот вся цивилизация, то есть все человечество будет идти куда-то в гору, то есть до того, как, то есть нужно будет столкнуться, да, или как-то вот с новыми какими-то переменами, с новыми какими-то уроками, с новым опытом, но я не знаю, будем ли мы здесь с вами уже, да, рождены, то есть, или мы уже пойдем куда-то в другие миры, вот, странствовать, да, по своему пути, потому что многие, я знаю, пришли сюда только ради перехода этого, только для того, чтобы его совершить. Наверное, о ком идет речь, все про себя поняли, да, вот, многие пришли чисто ради того, чтобы совершить этот переход, помочь этому мирозданию, этой земле, да, этой параллели конкретной, преодолеть эти трудности, и, ребята,
Блин, мы с вами проделали просто колоссальную работу, я считаю, проделали просто колоссальные изменения, успели, запрыгнули в последний вагон, старались, запускали энергии мира, запускали различные событийные, да, события, событийные линии, вот, в этот мир, для того, чтобы не дать вот этим силам этот мир как-то захватить, да, этот мир поработить и так далее. И я считаю, мы с вами проделали просто, я не знаю, ну не то чтобы невозможное, но вот что-то изумительное и поразительное. И я хочу, чтобы все, не знаю, похлопали друг другу, наверное, да, вот как это было, и все за друг друга порадовались. Мы огромные, большие молодцы, и усилия каждого внесли очень большой вклад в то, чтобы это мироздание пошло по наилучшему светлому пути. Ну а я вас всех люблю, обнимаю, всегда с вами, ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.